Друзья, приветствую дневной выпуск. Итак, вышли данные по первичным заявкам на получение пособия по безработице США. Как Zero Hedge и прописывал, они вышли в районе 6,5 миллионов, то есть больше, чем указывалось. Таким образом, мы видим, что это негатив в экономике США. На фоне этих данных и на фоне данных PPI начал падать индекс доллара и, как следствие, растет евро к доллару США. И удивительная реакция S&P, фьючерс на S&P также растет на текущий момент, хотя данные вышли негативные. Так, PPI вышел положительный. Друзья, обращаю внимание, что завтра на Западе Страстная пятница, закрыты площадки, либо существенно ограничена активность. И, во-первых, если у кого позиция есть на западных площадках, и, во-вторых, влияние на наш рынок. То есть с учетом того, что завтра закрыты площадки, наш рынок будет, скорее всего, вялым. И помним о повышенных рисках, которые связаны с тем, что во время закрытых западных площадок будет приниматься решение G20 и Дональд Ивановичем по поводу окончательного снижения или не снижения добычи нефти. То есть видите, как все хитро сделали, когда площадки закрыты, будет принято решение. И, наверное, в понедельник будет Ералаш и Маржинковы. Я могу так сказать, что вот с моей точки зрения, сейчас вот уже начнется эта самая видеоконференция ОПЕК Россия, с учетом того, как нагоняют страхи на то, что там ничего не будет достигнуто, это все там, Россия одно сказала, саудиты другое. Давайте посмотрим объективно. Америке сейчас необходимо подрастить цену на нефть, потому что иначе нефтяная отрасль Америки, она загнется. Это будет дополнительный удар по американской экономике. Да, конечно, с одной стороны, дешевая нефть – это дешевое топливо, но когда все сидят дома на карантине, дешевая нефть – это дополнительные убытки для сланцевиков и нефтедобытчиков. С моей точки зрения, минусы перевешивают в такой ситуации плюсы, потому что потребление здесь стопорится. Вот, поэтому, скорее всего, я думаю, все-таки американцы в лице Дональда Ивановича, они, мне кажется, наибольшая вероятность, так или иначе, 15 миллионов сокращения. Либо это реальное будет сокращение, либо это будут громкие слова, которые потом потихонечку сольют. Но они будут сказаны. Вот с учетом того, что происходит на рынке, я думаю, вероятность такого расклада, она наибольшая. Я даже не знаю сейчас, как договорятся саудиты с Российской Федерацией, но очень похоже на то, что завтра вот как-то 15 плюс будет объявлено. Вот, по ощущениям. То есть я не говорю, что это вот железно там оно так будет, но я думаю, вероятность такого события, она достаточно высокая сейчас. Ну вот статья на Market Watch о том, что Бен Бернанке, это бывший глава ФРС, наверное, все вы прекрасно знаете это, он отверг о том, что текущая ситуация с провалом ВВП это как Великая депрессия или хуже. Он отверг, потому что, по его словам, Великая депрессия продолжалась 12 лет. Но хотелось бы Бену напомнить, что еще не вечер, и, в общем-то, 12 лет мы можем повторить, как говорится. Ну, а с другой стороны, глава ФРС, текущий или бывший, он, в общем-то, и должен говорить такие слова, которые успокаивают людей и призывают их расслабиться и потерять бдительность. Ну, текущий глава ФРС более сдержан в оценках, он констатирует достаточно объективные вещи, что до следующего года восстановление, скорее всего, не произойдет. Но это очевидно, что до следующего года восстановление не произойдет. Оно может не произойти и через 1 год. Но с другой стороны, он не сгущает краски, он вполне объективные вещи сообщает. Так, Федеральный резерв объявил о новом плане на 2,3 триллиона долларов для малого бизнеса. Прекрасно, малый бизнес, любое здравомыслящее государство спасает, а не топит. И я так смотрю, что, наверное, по золоту и по серебру мы в ближайшее время увидим космическую ракету с таким количеством дополнительных денег. Наверное, исторические хаи и по золоту, и по серебру в ближайшее время будут покрыты. Потому что, во-первых, и так непрерывно печатают деньги. Я так понимаю, ФРС
и американское правительство вошли во вкус, вот, будут все новые и новые бумажки в топку бросать. Ну и такое ощущение, что по золоту и по серебру не будет потолка. Вот. Что-то мне подсказывает, что с такими темпами, ну, с одной стороны, они заложники ситуации, они же не хотят, чтобы все рухнуло. С другой стороны, как бы, наверное, бренный металл желтый и сопутствующий ему серебристый металл, они станут очень хорошим и растущим активом в ближайшее время, судя по динамике процесса. Но вот все ожидают того, как пройдет совещание России с Саудовской Аравией, потом, что скажет старший брат, дедушка Дональд Иванович, но это уже будет завтра. Так, ну здесь я смотрю цифры, по факту ожидает, что 10-15 миллионов, ожидает, что срежут на 10-15 миллионов, но по факту необходимо, чтобы на 20 миллионов. Везде как бы одни и те же цифры фигурируют, что ожидание о снижении 10-15 миллионов и о том, что по сути надо хотя бы на 20 миллионов баррелей в день резануть добычу. То есть это получается на 20% при текущей добыче 100 миллионов баррелей в сутки надо порезать на 20%. Вот. Ну, сказать в принципе можно, а резать не обязательно. Завтра я думаю, что очень высока вероятность, что по крайней мере вот эту цифру 15 ее американцы заявят. Мне так кажется. Это мое личное ощущение, которое основывается на, наверное, интуиции в какой-то степени. Потому что, ну, с учетом огромного количества новостного шума, здесь сложно принять логически обоснованные решения относительно той цифры, которая получится на выходе. Ну а тем временем на западный мир спускается хаос, как это было в XIV веке, когда до этого была чума. То есть вот проводит аналогию, что в целом как бы по разрушительному воздействию будет сопоставимо. Однако я думаю, здесь ну вот вся эта шумиха, она поднята для того, чтобы, скажем так, было на что списать имеющийся передел и возникшую задолженность, которую непонятно как гасить. Но это мое лично субъективное мнение. Ну и, соответственно, под шумок осуществить перестройку мира, пока все заперты по домам. Начать, по крайней мере. Так, друзья, давайте посмотрим графики по S&P. Что мы видим? Ну, по S&P сейчас на фоне того, что напечатали 2,3 триллиона долларов и будут их закачивать в экономику, мы видим, что даже на фоне негативных данных по безработице все равно идет рост. Цель этого роста находится на 2800-2820. Вполне как бы возможно, что сегодня эта цель будет преодолена. Завтра, по-моему, либо площадки закрыты, либо активность очень сильно ограничена. По-моему, все-таки закрыты западные площадки. Вот. Ну, как вариант, возможно, сегодня попытаются перед праздниками добить эту цель и далее уже как бы чтобы откатывать назад. Потому что на такие новости их надо отыграть перед тем, как уйти на праздник. Я думаю, очень вероятно, что сходим вот сюда вот на 2800. Но тут чуть-чуть, собственно говоря, осталось тянуться. Но это будет при условии того, что сейчас произойдет пробой 2767-2769. Вот этот уровень диапазон на объеме пробивает и сразу будет полет на 2800, может быть на 2820. Если пробой не будет, сейчас пойдет снижение объема торгов все-таки, то мы, похоже, вернемся вот сюда вот на 2730. Так, ну на фоне того, что печатают деньги, мы наблюдаем снижение индекса доллара, то есть индекс доллар падает, цель движения у него ближайшая находится здесь, по дневкам 99.12. Это ведет к укреплению иены и евро против доллара США, что мы сейчас и наблюдаем. Но сейчас вот индекс доллара подходит к ключевому уровню 99,44. Здесь либо будет снижение объема и отбой, возврат. Первая цель возврата это 99,9, потом 100,1. Вот, если сейчас пойдет рост объема, то произойдет пробой вот этого двойного дна и полетим по направлению 98.26. Это вот перспективная цель, к которой он может дойти. Но сегодня, конечно, я не думаю, что такое резкое движение будет.
Но с учетом того, что вбрасывают новые деньги, возможно, вектор направления на следующей неделе он будет именно туда. Но это мы еще посмотрим, уточним в понедельник. Так, на фоне всех этих событий индекс государственных облигационных бумаг Российской Федерации, вот он подошел к плато. Соответственно, то, что он начал расти, это придает устойчивость и крепкость рублю против евро и против доллара, но против доллара в большей степени сейчас. Вот. Соответственно, если здесь будет пробой и выход за этот диапазон 147.68 и движение в район 149.83, скорее всего, мы увидим укрепление рубля на 72 и, возможно, 71,5. Так, ну на фоне запаха новых денег золото опять стрельнуло. Здесь, в общем-то, ему надо докатиться до 1742,6. И здесь будет либо пробитие и уход на 1770, или снижение объема, отбой и возврат на уровни, которые ранее проторгованы. Но здесь как бы новый появился уровень, это 1689. Более короткие цели сейчас посмотрим на часовики. Так, ну здесь вот у нас либо сейчас пробиваем 1742,6 и улетаем по направлению 1770, там уже по ходу будем смотреть. Или здесь будет снижение объема, отбой, и вот у него нарисовалась цель для корректировки, это 1705. То есть как только движение насытится, начнется откат и движение на 1705. Так, далее нефть. Ну смотрите, по нефти сейчас идет проторговка в ожидании новостей или конечного итога переговоров России с саудитами. Вот, я думаю, пока не будут объявлены переговоры, здесь наиболее вероятно и будет вот этот диапазон 34,82 и нижняя граница 32,83. То есть эти вот $2, она здесь, скорее всего, будет болтаться. Дальше сегодня по факту этих переговоров мы увидим выход. То есть вот пробитие на объеме в какую сторону будет, туда и пойдем. Вот. Но здесь, я думаю, не будет таких простых однозначных решений. Конечно, напрашивается на то, что там все договорятся, все порешают. И в этой ситуации будет пробой 34,82. Обращаю ваше внимание, что вот здесь нависает, как домклавов, меч, цель на 36,6, который в ближайшее время очень вероятно будет отработана. Вот. Но единственное, конечно, напрягает вот эта вот свеча, которая днем сейчас была. То есть было снижение на растущем объеме. Оно, конечно, несколько картину портит. Потому что до этого все благоприятно складывалось. То есть вот вроде консолидация, отработали нижнюю границу, пошли к верхней, пробили и сходили на 36,6. По факту там позитивных результатов с переговоров саудитов и Российской Федерации. Однако, как бы здесь пока ситуация не до конца ясна, и я думаю, здесь лучше ориентироваться на диапазон. То есть, куда будет пробитие. Если будет пробитие вот этой нижней границы, 32, 86, 89 на растущем объеме, то мы очень быстро увидим отработку цели на 32.04 и потом движение на 31. Далее здесь либо проторговка и отбой, или же пробой и возврат вот в эту область. Вот, в том случае, если будут положительные результаты, то пробой 34,9 и вот сразу прошивание вот этой цели 36,6. Обращаю внимание, что там на прошлой неделе с четверга, по-моему, на пятницу физики 800 тысяч контрактов купили на московской бирже фьючерса на нефть. Меня вот, честно скажу, очень напрягает это количество. То есть в прошлый раз, когда была вот эта незаметная тонкая игра какого-то физика-инсайдера, было 200 тысяч контрактов, сейчас в 4 раза больше. Но здесь как бы напрашивается два варианта. Либо это просто толпа набежала, тогда ее накажут. Либо тот, кто много знает, он уже просто ва-банк пошел или своим друзьям рассказал, и они тоже решили заработать. Но здесь, я думаю, эту информацию ее можно только справочно в данном случае использовать. То есть вот в прошлый раз, когда был такой скачок на 200 тысяч, я сразу понял, что здесь кто-то что-то знает. Как бы сейчас с учетом количества и навеса на рынке, то есть это очень большое количество, если вы посмотрите, сколько там контрактов всего открыто, это достаточно ощутимая часть. И здесь как бы напрашивается такой ход, как забрать
деньги у этого игрока, ну, высадить его по стопу там или еще как-то, а потом уже двинуть рынок в направлении того, куда весь мир нефть повел. Вот. Но это мое личное мнение, то есть тут с учетом такой ставки сейчас и волатильности сложно ориентироваться и однозначно сказать, что вот 800 тысяч кто-то, возможно даже один, а возможно и не один, сделал ставку, и поэтому нефть сейчас уйдет на 40. То есть да, здесь с одной стороны, в общем-то, если посмотреть, то, наверное, все складывается к тому, что нефть вроде бы должна расти, но единственное напрягает то, что здесь на просадках начинают расти объемы на продажу. То есть вот это как бы несколько картину портит и делает ее, на мой взгляд, неоднозначной. Поэтому я думаю, здесь надо на диапазон ориентироваться, на пробитие сильных уровней. Так, ну вот РТС у нас отработал вот этот уровень, который здесь был. Июньский фьючерс. Сейчас пытается пробить вот этот диапазон, закрепиться выше 113 800. Если такое закрепление произойдет на растущем объеме, то можем увидеть движение вот сюда, вот цель 133 тысячи. Ну и промежуточная цель находится вот здесь, вот 123 500. Даже скорее, наверное, вот сюда, вот это первая цель движения. Но здесь все во власти нефти. Если будет принято мощное решение по снижению добычи, то мы вполне можем увидеть уже сегодня задерку вот сюда. Вот. Если будет ожидаемое решение принято, то есть меньше 10 миллионов, сокращение на менее чем 10 миллионов баррелей, то мы вполне как бы здесь увидим, что это сопротивление, отсюда будет отбой и возврат, ну как минимум вот сюда, вот на 108 700. Так, ну на 15 минутке здесь разворотная формация нарисовалась, но эта разворотная формация, она по-хорошему должна добить двойную вершину 114 700. Далее здесь будет либо снижение объема при ее достижении и отбой. Цель движения этого отбоя будет 112 250. Если же здесь пойдет рост объема и пробой, то, соответственно, полетим тогда, наверное, на 123 500.